Сегодня я расскажу вам сказку. Только это никакая не сказка, а это документалка о том, как работает самый ржавый конвейер в мире. Конвейер, где обычно разочарованный лох перерабатывается великого гуру Сатитананда. Я покажу вам этот путь от буквы А до буквы Я. От точки «у меня жизнь дерьмо» до точки «заплати мне денежку, и я тебя обязательно спасу». Потому что в духовность сегодня не играет только ленивый. В нее ударяются абсолютно все. Как в запой. Как в какую-то секту. Ныряют прям с головой. И я вам расскажу, почему все это происходит. Саморазвитие, поиск духовности. И что из этого выходит потом на самом деле. Давайте на чистоту. Никто не идет в духовность от хорошей жизни. Никто не говорит: «О, у меня в этой жизни все прекрасно, у меня есть бабки, любимая жена, отличный бизнес, пойду-ка я поем песка где-нибудь в пустыне и открою третий глаз». Нет, дорогие мои зрители, такого просто не бывает. Потому что путь в духовность начинается с пинка. С пинка под зад. С боли и с какого-то кризиса. И никак по-другому. Ой, все люди ударяются в духовность по одной и той же причине, как под копирку. Первое – это поиск в жизни какой-то там магической кнопки. Когда у тебя случились в жизни какие-то проблемы, которые ты не можешь решить. Нет бабла, нет любви, здоровье сыпется. И вместо того, чтобы идти пахать или лечиться, все начинают искать какой-то волшебный ритуал. И думают: «О, я сейчас почищу свою карму, отдам долги своему собственному роду или сделаю расклад на картах Таро, и все наладится, деньги попрут». И знаете, как это называется? Это называется детский инфантилизм. Это такая детская вера в Деда Мороза. Второе – это неудовлетворенность жизнью и максимализм. Ты смотришь на свою собственную жизнь и орешь: «Я избранный, я достоин в этой жизни большего, я особенный. Я не просто какой-то Вася или Маша из бухгалтерии. Я великий». И человек уходит в мир фантазий. В мир чакр, аур и высших каких-то там планов. Потому что в реальном мире нужно конкурировать. Нужно бороться. А в мире эзотерики можно просто так себя взять и назначить, например, жрецом Атлантиды. Ну а чё? Ведь никто этого не проверит. Третье – это поиск силы. Поиск силы и паранормальных способностей. Человек насмотрелся фильмов кинокомпании Marvel, и теперь он хочет двигать предметы взглядом. Летать по небу, читать чужие мысли и нагибать эту реальность по полной. Потому что в реальной жизни ничего не получается. И ты чувствуешь себя ущербным. И ты начинаешь искать какие-то тайные знания, тайные практики, которые сделают из тебя сверхчеловека. И это стопроцентная несамореализованность маленького обиженного мальчика. Ну или девочки. Четвертое, конечно же, случается, но редко. Это тогда, когда человек реально в жизни с чем-то столкнулся. С чем-то неизвестным или необъяснимым. Ну или клиническая смерть. И вместо того, чтобы тихо офигеть и пойти к священнику или к психиатру, люди начинают искать ответы. Искать ответы, и чаще всего у какого-нибудь шарлатана в Ютубе.
А итог всегда один и тот же. В духовность не приходят от чувства радости и счастья. В нее бегут от реальности, как тараканы от света. И люди бегут. Бегут в саморазвитие. Ну а дальше начинается самое интересное. Вопрос к тебе, кстати, мой дорогой зритель. Или будущий просветленный. Вспомни в своей жизни момент, когда ты купил первый курс. Ну, какой-нибудь. По саморазвитию. Прочитал какую-нибудь первую эзотерическую книжку или сделал какую-нибудь первую духовную практику. Что ты при этом почувствовал? Ты почувствовал облегчение? Или ты почувствовал чувство внутреннего превосходства? И подумал: о, я теперь знаю, чего не знают все остальные серые людишки. Я теперь избранный. Если такие мысли приходили к тебе в голову, братан, это и есть самый настоящий крючок. Это твой мозг нашел новый наркотик. Тебе было плохо, тебе было непонятно. Ты нищий, у тебя долги и прыщи. Тебя все обижают. И ты нашел способ выйти из этого. И теперь ты не кто-то там, а продвинутый. И у тебя осознанность. Красота, правда? И вот тут, кстати, и запускается самый настоящий адский ржавый конвейер. Ты перестаешь быть просто страдальцем и начинаешь превращаться в того, кого ты вчера еще ненавидел. В того, кто будет теперь учить других людей. Великого гуру. Было время, когда ты что-то искал. Ты шел кому-то там за какой-либо помощью или советом. Искал какого-то там пастуха или пастыря. Ты хотел, чтобы тебя погладили по голове, почистили твою ауру, дали тебе волшебную таблетку и сказали, что ты избранный. И вот ты накупил кучу курсов у таких же ряженых, как и ты. Надышался благовоний, посидел в медитации, а дальше у тебя произошел сбой программы. И твой мозг, который привык самоутверждаться, внезапно вдруг понял: стоп, так, а зачем, собственно говоря, мне быть вечным учеником? Я ведь теперь сам могу всех спасать и быть учителем. Ведь у меня уже теперь 2 корки и 2 диплома о том, как дышать маткой. Я прочитал 3 книги Пелевина и пару томов Карлса Кастанеды. И я практически неделю слушал подкасты про квантовую физику. И теперь я готов. Я на 100% готов учить других людей и смотреть на них сверху вниз. И тебе начинает казаться, что ты в этой жизни все уже понял. Ты послушал какого-то идиота, начитался каких-то там книжек и думаешь: все, я все знающий. Ты накачал свою голову какими-то там цитатами, которые ты даже не переварил, не прожил, не прочувствовал. И тебя вдруг начинает распирать. Распирать от чувства собственной важности и величия. И ты чувствуешь, как у тебя чешется. Как у тебя чешется задница. И этот зуд называется зуд передачи знаний. Комплекс учителя и советчика по жизни. Причем всем. И на сегодня, к слову говоря, это самая страшная болезнь всего духовного рынка. Как у алкоголиков. Сначала он выпивает, а потом
тянет поговорить. Тянет поговорить о политике и учить всех, как правильно жить. Вот тут точно так же. Сначала ты просто медитировал, а теперь тебе срочно нужна паства. Тебе нужны глаза, которые будут смотреть на тебя с восхищением и обожанием, а ты будешь вещать. Главное запомнить, что там писалось в книжках, и умно их пересказывать. Ну, а все остальное просто ерунда. Потому что ты не стал крутым, а просто развалил свою собственную жизнь. Но зато теперь ты выкрутился. Начитался книжек и можешь учить других. Как жить теперь им? Ой, давайте, дорогие мои комментаторы моих видосиков, признавайтесь. Вы уже ведете свои блоги? Вы уже пишете посты с разбором чужих ошибок? Раздаете советы в комментариях? Вы уже смотрите на своих друзей и думаете: так, что-то они какие-то неосознанные. Им бы каких-нибудь духовных практик бы подкинуть. Ща им все расскажу. И вы сидите и уже прикидываете в голове: так, а сколько можно брать за часовую консультацию? И все. Ты посыпался. Ты на крючке. Ты вошел в духовность за спасением, а вышел оттуда новым Иисусом Христом. Или грядущим царем. И теперь ты — это проблема для всех тех, кто с тобой сталкиваются. Ой. В общем, и что же мы имеем на выходе? А мы сегодня в современном мире имеем рынок, на котором миллион таких же вчерашних неудачников учат друг друга, как правильно жить. Раздают советы, пишут комментарии или ведут каналы в YouTube, рассказывая о том, какие они великие и все знают. И это все как какой-то змеиный клубок на куче дерьма. Слепые ведут слепых. И одни у других требуют предоплату. Ой, вот они, эти свежеиспеченные гуру. Посмотрите на них, их полно в интернете. В них нет никакой силы. Потому что каждый раз, когда я вижу какого-то очередного гуру, то на лице читаю: не самореализованный лох. Но зато все они говорят красивые слова. Про поток, про вибрации. А за словами пустота. И я смотрю на них и думаю: интересно, а в чем, собственно говоря, ихняя мотивация? Ну, вот в чем мотивация человека вещать какие-то там прописные истины? И знаете, что я по этому поводу думаю? Первое – это чувство собственной важности. Надувание щек. Это тогда, когда человек в обычной жизни просто ноль без палочки. Его дома просто никто не слушает. Никто не уважает на работе. Ну а тут он вдруг приобрел важность. Потому что надел на себя какие-то розовые вещички и взял в руки четкие. И включил загадочный голос. Или перед экраном Ютуба сидят люди с открытыми ртами. А потом пишут комментарии: какой ты или какая ты крутая. А он сидит, улыбается и упивается, как наркоман. Гуру. Потому что наркотик – это внимание людей.
А второе – это бабло. Это на самом деле просто мошенники от духовности. Они вдруг поняли, что можно зарабатывать денежки на чужой боли и продавать воздух. Они обещают людям просветление в рассрочку. Хотя сами знают только одно. Просветление, духовные знания, они не продаются. Ученики не ищутся. Потому что настоящий мастер всегда сидит где-то в тени и молчит. Либо не показывает своего лица никому и никогда, чтобы не создавать из себя культ. А эти новоиспеченные гуры – это просто клоуны, которые пляшут прямо на камеру, потому что им нужны. Им нужны ваши лайки, мои дорогие зрители, и ваши денежки. Где-нибудь там в канальчиках Telegram за донаты. И других причин, других мотиваций не существует в природе, потому что все это разводилово и лохотрон. Просто бабло и чувство собственной важности. И знаете, как отличить всех этих ряженых от настоящего человека? Просто от настоящего человека, который хоть что-то понимает про духовность. А это на самом деле очень просто. У настоящего человека всегда есть сила. И он ее не демонстрирует с помощью слов. Он ее демонстрирует с помощью своих поступков. Ну, а если он что-то говорит, его слова всегда весомые и всегда правдивые. И всегда цепляют вашу эмоциональность, потому что за ними стоит сила. Ну, а у всех в основном на 99% новоиспеченных гуру слова – это пустышки. Это просто шум. Это всегда как будто какой-то там безногий учил бы бегать кого-то марафон. Они в своей собственной жизни не могут ничего наладить, но зато учат других. Они не могут ничего, не построить семью, не заработать денег, но зато вещают о сакральных отношениях и союзе, о любви. Они в долгах, как в шелках, но учат открывать денежный поток. Ой, караул, как все это смешно. Причем очень. Потому что все это превращается в какой-то бесконечный круговорот. Страдалец пришел в духовность, накачал эгоизм, а потом вдруг, опаньки, и превратился в великого учителя. И начал плодить таких же страдальцев, как он. И так до бесконечности. Это как вечная фабрика по производству пустоты. Ой. А духовность? Духовность, которую все ищут, гораздо проще. Гораздо проще, чем кто-либо об этом думает. Потому что духовность – это не какие-то тайные знания. А это просто нормы этики и морали. Быть настоящим человеком, не воровать, не хамить, не лгать, помогать людям молча, делать добрые дела, никого не осуждать. И все. А все остальное просто от лукавого. Те люди, кто реально понимают что-то в этой жизни, никого не учат. Они просто живут своей собственной жизнью. И у них нет никакого желания собирать вокруг себя какую-то там толпу и превращать себя в какой-то культ. Они просто улыбаются. Ну или ржут. Но чаще всего молчат. Они просто что-то делают. И все. Так что, дорогой мой зритель, если ты сейчас стоишь на пороге великого учительства, остановись. Посмотри на себя. Зачем ты вообще пришел в духовность? За помощью? Или
за властью. Чего ты хочешь? Кем ты хочешь стать? Ты хочешь стать лучше или просто хочешь стать чуть важнее, чем ты есть сейчас? Ну, если второе, то ты точно чувак не духовный. Ты просто еще один обделенный клоун на этом бесконечном конвейере духовности. Иди лучше поспи и займись своей реальной жизнью. Потому что настоящая духовность — это не про «я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа», а это про умение стоять на земле твердо и делать свое дело. Свое, а не чужое. Без камер, без лайков, без комплиментов и аплодисментов. И без ценника. Потому что на самом деле никто в этой жизни никого ничему не учит. Никто в этой жизни не может помочь никаким советом. Потому что все наши проблемы нам всегда приходится решать самим. И учить в этой жизни некого. Потому что жизнь у каждого своя. Некого в жизни учить, кроме самого себя. И все.